Всем привет! Очень рада видеть вас у себя на канале. Не знаю, как у вас, пишите в комментариях, но я просыпаюсь с одним вопросом в голове. Что же приготовить на ужин моим домашним? Кажется, мы едим одно и то же, все блюда приедаются. И в интернете я нашла несколько вариантов интерпретации обычных блюд и хочу с вами ею поделиться. Все блюда простые и вкусные. Первое, что приготовим, это говядина с квашеной капустой. Говядину я разрезала на маленькие кусочки и поставила ее закипать, чтобы снять пенку. Снимаю пенку с бульона. Если у вас в семье все любят лук, то используйте целую луковицу, нарежьте ее полукольцами. У нас же есть нелюбители, поэтому я его загримировала, потерев на терке, и использовала только половинку. Добавляем далее целую баночку квашеной капусты, здесь ее полкило. В соотношении к говядине здесь ее грамм 500-600. Рассол из-под капусты квашеной я не использовала. Не забываем посолить и варим до готовности. Я использовала мультиварку, это можно было бы сварить и на газу. Минимум приготовлений, а получается очень вкусное блюдо. Это блюдо можно кушать как самостоятельно, очень вкусный получился и бульон, и мясо. Вкус у него, конечно, детского садика. Я сварила к этому блюду гарниром пюре. Так как блюдо с бульончиком получается, то лучше подавать его в глубоких тарелочках. Следующее простое блюдо – курица с рисом. С куриных окорочков я предварительно снимаю кожу, разрезаю их на две части и мою, конечно же. Выкладываю на раскаленную сковородку, далее немного приправ, а именно соль, приправа для курицы и вот такая универсальная приправа. Вообще я с приправами очень осторожна, как и с солью, чтобы не переборщить. Все, жарим с одной стороны до золотистой корочки и с другой стороны. При этом я накрываю блюдо крышкой, пока оно жарится. Вернее, пока тушится мое блюдо. Я больше люблю тушеную еду. Но, естественно, если мне хочется жареной картошки, то ее я жарю без крышки. Водички здесь я пока не подливала. Это сок, который выделился из курицы. Теперь добавляю морковку, она у меня замороженная. И буду добавлять сейчас как раз воду, чтобы вся курица была погружена в воду. Накрываю крышкой и готовим минут где-то 30-35. Периодически подходим помешивать. По истечению данного времени добавляем к блюду 2 зубчика чеснока и укроп. Все перемешиваем, распределяем равномерно и закрываем опять крышечкой, еще немножко потушим. Гарниром для этого блюда я выбрала рис. На мой взгляд, это идеальное сочетание вкусов. Это блюдо я готовлю очень часто, так как не надо долго стоять у плиты, а блюдо получается простое и вкусное. Блины наша семья очень любит, едим их не только в Масленицу, а как и ужин даже. Достаточно начинить их сытной начинкой, и ужин готов. Рецептов блинов существует очень много, некоторые я попробовала, но вот как-то след в душе они мне не оставили, и я вернулась к своему проверенному за многие годы рецепту. Для моего рецепта необходимо 3 яйца, пол чайной ложки соли, столовая ложка сахара, 3 стакана молока и 2 стакана муки. Всегда проверяю поварешкой густоту теста, бывает необходимо немножечко добавить молочка. Перед тем, как начинать замешивать тесто на плиту, я поставила в сковородку фарш и полностью заливаю его водой, чтобы ушла вот эта пена. Это для меня как слить первый бульон с мяса, также и сливаю первый бульон с фарша. Не люблю я вот эту всю пену, грязь эту. И после того, как промыла под проточной водой эту пену, я ставлю уже жариться в другую сковородку, посолила, поперчила, добавила масло и накрываю крышечкой, пусть немножко потушится. А в другой сковородке параллельно с фаршем у меня тушится капуста, тоже под крышечкой. И наливаю немножко иногда воды, если капуста начинает пригорать. И пока все тушится, я начинаю печь блины. Из данной порции теста у меня получилось 20 блинов. Начинки же хватило на 16, но ничего, пустые блины тоже вкусно, их с удовольствием съест старшая дочка.
Готовый фарш и капусту я смешиваю. И сейчас буду начинять этой начинкой блины. Конвертики можно делать по-разному. Я и такой способ попробовала, и по-другому. И вот второй способ мне понравился больше. Чтобы подогреть блины, я использую сковородку, их можно поджарить, либо в микроволновую печку. Таким способом можно сделать ужин. Здесь есть и мясо, и овощи, и своего рода хлеб. Мы едим всегда с кетчупом. Можно кушать и без него. Очень получается вкусное, а главное сытное блюдо. Блюдо получается сочное, так как в нем присутствует капуста, которая дает свой сок. А следующий рецепт, это даже можно сказать просто способ быстрого приготовления вариант. Что мне потребуется, вы видите на столе. Рыбу можно использовать любую. Для этого мы ее сначала помыли и нарезаем такими маленькими кусочками. Рыбу я солю, перчу и использую вот такую приправу для салатов. Это из Fix Price. Набор такой был, там соли различные и вот приправа для салата. Но по составу она хорошо подошла и для рыбы. Стакан риса я промыла и буду добавлять мексиканскую смесь замороженную. Упаковка здесь 400 грамм, я использовала половинку. Не забываем посолить и все перемешиваем. Берем длинный рукав для запекания, делим его пополам. В одну половинку я сейчас положу рыбу, без масла, без всего, так как скумбрия она достаточно жирная и так. В другую половинку я положу рис со смесью. Если вы тяжело переносите жирную пищу, то скумбрию лучше заменить на менее жирную рыбу, такую как минтай, например, пикша. Тоже порезать ее так кусочками. Добавляем к рису 1,5-2 стакана воды, так как рис у нас здесь не вареный. Все завязываем и протыкаем мешочки обязательно иголкой. И отправляем в разогретую духовку минут на 25-30. Блюдо получается очень вкусное, напоминает китайскую кухню, так как рыба с рисом. Готовим мы его достаточно часто, так как оно практически не требует и моего присутствия на кухне. Следующее блюдо – куриные отбивные с зеленой стручковой фасолью в качестве гарнира. Куриные грудки я разрезаю на 3 части, отделяю вот это маленькое филе и стараюсь прорезать, чтобы получились плоские такие отбивные. Курицу мы покупаем целиком, разделываем ее на части, и достаточно много в холодильнике скапливается грудок, хочется какие-то блюда с ними подготовить. И вот очень много я ищу рецептов, как же подать вкусно куриную грудку, чтобы она была не сухая. Подготовленные отбивные я заворачиваю пищевой пленкой и сейчас буду отбивать ее молоточком. Отбила я с одной стороны. Используем приправы, какие есть у меня для шашлыка. Солим и перчим. С приправами я опять же аккуратно, чтобы не переборщить, чтобы был и чувствовался вкус все-таки мяса. Но посолю я с 2 сторон. Далее на разогретую сковородку я начинаю выкладывать куриные филе и предварительно их панирую в сухарях. И так жарим до золотистой корочки с 2 сторон. На данный момент жизни мне хочется проводить тихий час ребенка не только на кухне, поэтому я стараюсь выбирать блюда, которые готовятся побыстрее, но чтобы они были и вкусные. На гарнир здесь идеально подойдет стручковая зеленая фасоль. На разогретую сковородку я ее выкладываю замороженную, накрываю крышечкой, чтобы она немножко подтаяла. В это время я разбиваю одно яйцо, взбалтываю его. Опять же возвращаюсь к фасоли, немножко подливаю водички и провариваю ее минут 15-20. После того, как вода испаряется, я подсаливаю и вливаю яйцо. Начинаю тщательно перемешивать, чтобы яйцо успело свернуться равномерно.
Если вам приелись уже макароны и пюре на гарнир, то фасоль это идеальный гарнир для ужина. Блюдо получилось очень вкусное. Стручковая фасоль освежает, делает его легким. И степень прожарки курицы, конечно, уже варьируйте сами. Я люблю вот такую по суше. Далее котлеты с кабачком и пюре. К фаршу я добавила столовую ложку майонеза, яйцо и посолила. Фарш у меня здесь свинина и говядина, такой небольшой кусочек. Кабачок потерла на терке и сразу его отжала от лишней влаги. Теперь все тщательно перемешиваю. Добавляю 2 столовые ложки манки, можно добавить булочки, можно муки, кто что привык. Вот и все, теперь только осталось их пожарить. Предварительно каждую котлетку я обваливаю в муке. Сковородку с котлетами я накрываю крышкой, так как люблю больше блюда тушеные. И если котлетки начинают подгорать, то я еще бывает добавляю воды и тоже тушу под крышкой. Тем более эти котлетки будут есть у меня дети, старшая дочка, поэтому так будет надежнее, что все пропеклось, прожарилось. Идеальным гарниром для котлет, конечно же, является пюре. Его я делаю с добавлением сливочного масла, обязательно кипяченого молока. И солю пюре я уже после того, как картошку разминаю. То есть при варке варю просто картофель, воду я в этот момент не подсаливаю. Так мне кажется проще скорректировать вкус. Консистенция такая средняя, не очень жидкая, не очень густая. За счет кабачка котлеты получаются очень сочные, мягкие, даже поедят их с удовольствием дети. Вот такие 6 вариантов ужинов я вам предложила. Возможно, кому-то что-то понравится, приглянулось. Если это так, то не забывайте подписываться на канал, чтобы не потеряться в просторах интернета. До скорой встречи. Пока-пока.